Всем привет, вы на канале Тайм Китаю. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я хочу пойти на Казадора. Прямо сейчас. Да. Вот психануть и пойти. Не думаю. Я не уверена, пройдем ли мы его прямо сейчас полностью. Ну, потому что... Просто... Но пойти хочу. Правильно? Ну да, давай. Да, ну. Нам вот сюда. Господи. Давай, погнали. Я готова. Я думаю, большинство диалогов я буду молчать, ну, в основном, наверное, потому что надо слышать эти интонации. Ну, ладно, не большинство, а там, где Астариан с Казадором и тому подобное. Возможно, да. I can sneak in here. Security shouldn't be too tight. A few sharp innocents, maybe. Да, мы сейчас сами все проникнем внутрь. У меня как бы... Изи, короче. Чекай. Оп. У меня есть разговор с животными сейчас? И если нет, то сейчас будет. Не сюда. Вот сюда. Wait. У меня 13 цепей молний. Хорошо, это хорошо. 13 это нормально. Не туда. У Астариана же. Зелья. Ими. Разговор с животными. Не вижу, сканирую, не вижу. Где он? Господи, где он? Я сделаю тайм-коды на бой, если вдруг кому-то не интересно его смотреть. Чтобы вы могли промотать, я не вижу эликсира, вот оно. Не спрашивайте. Тут есть крыска. Это дворец Казадора Зара, вход запрещен. Уходи сейчас же. Сама уходи, слышишь? Слова стражницы звучат ясно и отчетливо, но в них не чувствуется ни мысли, ни устремления, ее глаза совершенно пусты. Судя по всему, она из тех зачарованных невольников, которых упоминал Астариан. Давай обманем. Я проверяю безопасность дворца по приказу твоего хозяина. Это первый вариант тоже забавный. Еще одно слово, улетишь с башни. Было бы смешно посмотреть. Of course, whatever the master desires. Enter freely and of your own will. Спасибо большое. Тут, короче, есть крыски, с ними просто смешно говорить, потому что... Ой, еще кости. Да, больше вкусных костей, больше сладкой плоти. Вот это какая-то шибанутая на голову крыса. Извиняюсь. В принципе, прям как я. Slim pickings up here, but safe. No one grabbing, no one biting. Жалко крысок. И где эти, которые кусают крыс? In the guts of the palace. Hungry mouths down there. Safe up there. Oh, safe in the light. Бедные крыски, учитывая, что Казадор давал своему потомству их есть. You one of them? The fangy ones? Ты из клыкастых? Да вроде нет. Что еще за клыкастые? Big, hairy. Большие, волосатые, зубастые, злобные очень. Не подходи. Почему волосатые? Stay away. Это не про вампиров. Не ври. Вампиры не волосатые. Another visitor? Staying О, еще long? посетитель надолго. Другие остались надолго. Я постараюсь уйти как можно скорее. That's what you think. But no Пока one еще else никто не leaves. уходил. So many visitors recently. В последнее время All came посетителей for a много было. На party. пирушку пришли и как сквозь землю провалились. But I'm sure you're Надя вроде им не different. чита. Думаю, с тобой I'm все будет в sure порядке. you'll be fine. Еп. Ага, так и будет. Чекайте. Что у нас? Нормально, отлично, супер, сейчас. Сейчас мы как зайдем, как вдарим по Казадору, вообще изи будет.
Дорожный сундук закрытый, блин. Почему ты закрыт? Keep a blade close. On tippy toe. Давай слоновый. Это мне. Стань, пожалуйста. Won't stop me yet. А это мне. Что у нас тут? Ключик я возьму. Этикет для слуг дворца Зара. А ну, прочитай, что там за этикет у меня. Запомните эти правила наизусть и следуйте им неукоснительно. Впервые слышу такое слово, кажется. Выполняйте свою работу бесшумно, молчите, пока к вам не обращаются. Хозяин любит тишину. Если у вас нет работы, найдите чем себе занять или сделайте вид. Хозяин любит усердие. При встрече с хозяином замрите, почтительно опустите взгляд. Хозяин любит уважение. Не свистеть. Камергер Дюфе. Best be on my way. Окей. Better not be cursed. Тут когда входишь с Астарианом и Шэдоухарт, забавный диалог между ними происходит. Well, that's suspiciously welcoming. Как-то подозрительное гостеприимство. Дверь сама по себе открыться решила. Ну чё? Список Виктории. Ну давай посмотрим. Ладно, там 17, 17, 17. Астариан, давай поговорим. So this is it. I'm home. There's the same fading carpet. The same tasteless art. Nothing's changed. But gods, everything feels different. Каково это вернуться сюда? Слуги тоже зачарованы, как стража в башне. Oh no, it's much worse than that. Хуже. They're fanatics. Here of their own free will and utterly devoted to Cazador. Each one came to our door and begged to be given his eternal gift. They're sure he'll turn them if they serve him well enough. He'd almost feel sorry for the poor deluded souls. But they're idiots who brought this upon themselves, so don't. Каково это вернуться сюда? It does feel strange. Breaking into your own home, especially if murder's on your mind. Then again, this is hardly the strangest thing we've done together. Although it could be the most satisfying. Well, the second most satisfying. Астариан! Что это такое? О боже. Не надо меня смущать, спасибо. Я так сильно хочу показать вам одну катсцену, но я не знаю, стоит ли она того. О боже. Май гад. Ладно. Ты уверен, что хочешь идти дальше? Тебе не обязательно встречаться с ним лицом к лицу. I've never been less sure of anything. But if I don't face him now, I never will. Угу, реально. I'll spend the rest of my life running, watching the shadows, never feeling safe. No. This has to happen. Here and now. Also, there's the small matter of all that power I can steal from the bastard. So that'll be nice. Какой у нас план? If my dear siblings were right, Cazador's hiding somewhere below the palace. After so many years, I would have spotted any secret tunnels out here. The only place that was off limits to us was his study. If the entrance is anywhere, it'll be there, through the ballroom. Окей, пойдем. Знаешь, что я думаю? Ну, что я сохраняюсь, во-первых, хотя еще рано, но не важно. Во-вторых, я обожаю эту часть, просто вот обожаю, серьезно, Дворец Кассадора и все связанное с ним. Вы ничего не видели? Вы ничего не видели? Это картины, ничего не знаю.
А что за женщина тут ходит? Ты кто? Вардерола. Господи, ну имечко. Человечек. Зловещая дверь. Дверь покрыта затейливыми письменами, но не видно места, куда можно было бы вставить ключ. Только маленькая круглая впадина с гравировкой в виде фамильного герба. Давайте расследование или историю расследования рассмотреть выемку на двери. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Выемка небольшая, в ней видна гравировка в виде фамильного герба. Помимо этого, совершенно обычная таинственная дверь. Попытаться расшифровать текст на двери. Ой, нет, не надо. Вот так. 25 класс сложности. Ой. Что-то не получилось чуть-чуть. Ну и не надо тоже. Обойдусь как-нибудь. Текст для тебя нечитабелен. Ты даже буквы не можешь распознать. There's writing like this all over the palace. Some old, probably dead language of Cazador's. We were strictly forbidden from learning it. Запрещено изучать было им этот язык. Окей. Мы сейчас все и так сделаем без этого. Знаешь что? Покой. Чьи покой? Камергера. Кабинет. Боже, что со мной не так? Элегантное платье. У вас тут роскошная фигня какая-то. Денежки. Дверь бального зала. Прочитай. Камергер Дюфе. Казакурский словарь, с помощью которого мы учили новых слуг обращению с бальной залой, пропало. Одного лишь моего кольца печатки для этого будет недостаточно. Пусть слуги разберутся, это вообще не должно быть моей проблемой. Гоуди. Внизу приписка другим почерком. Гоуди. Мы со слугами заняты подготовкой к хозяйскому торжеству, так что выползи из псарни и обыщи все покои на этаже, где живут вампирские отродья. Да поживее, найди эту книгу. Журнал провианта. Учетная книга, в которой перечислены отслеживающиеся запасы товаров регулярно используемых во дворце Зара. Здесь есть еда и напитки для слуг и гостей, чистящие средства, в том числе алхимическое средство для удаления пятен крови из аптеки, костяных плащей, непрозрачные тяжелые портьеры, свечи разных размеров из желтого сала и красного и черного воска, кожаные ремни с пряжками, бальзамы, масла, а также регулярная доставка свежих номеров Балдурского вестника. Также здесь есть таинственный эликсир на 10 ходов, который что-то делает, и я его брать не буду. Безымянную жидкость в этом сосуде не назвать вязкой, но если сосуд наклонить, она перетекает как бы вяло и лениво. Отдельное спасибо всем людям, которые приложили руку к описанию предметов, одежды и тому подобное, потому что иногда читаешь, это реально забавно. Хотя немногие, насколько я знаю, не все, по крайней мере, читают это. Даже я не всегда читаю. Так. Похоже, что наемники Огненного Кулака собрали огромное количество сведений о Девятипалой и ее воровской шайке, известной как гильдия. Описание громилы по имени Тузгранд, который охраняет интересующий Огненный Кулак ход, очень подробно, и, как ты отмечаешь, выдержано в презрительном тоне. Очевидно, кулаки считают Тузгранда и подобных ему преступников не самыми сообразительными ребятами и далеко не самыми опасными. Но вот Девятипалая, о ней они пишут угрюмо и испуганно. Окей, вот это я возьму, оставим Наси с собой красивенькую одежду. И, ух ты. Тут, короче, тайная дверь. Сундучок. Еще один сундучок. Мой дорогой Дюфе. Ключ от личной комнаты. Мой дорогой Дюфе. Ты столько раз обещал мне, что в загробный мир мы отправимся вместе, а сам взял и ушел без меня. Или не ушел. Я знала твое тело и пустой флакон. Я нашла твое тело и пустой флакон. Ты выпил зелье, но это... Что? Яд или что-то другое? Здесь еще 2 таких же флакона. Я выпью один из них и присоединюсь к тебе, так или иначе. Я люблю тебя навсегда. Луриана. О, кто бы не прикончил этого оборотня, он сжег его изнутри. Глотка и внутренности твари практически разжижились. Глотка. Извините. Все. Снимаю ответственность. Я не умею говорить. Пока. Ничего не знаю. Я... говорю на 4 языках. До свидания. Ну как, почти. Почти. На 3,5, давай так. Да-да, тут тоже тайная комната, но она вроде заметная. Так.
Квартасуне. Отрывок из книги Квартасуны «Руководство по сексуальности, эротике и эмоциональному наполнению». Каждую страницу украшают подробные схемы. На пути к чувственному равновесию, к каждому новому акту страсти следует относиться как к танцу. Ваши движения должны перетекать из одного в другое, как лечить... Подожди, мы это читали. Мы это точно читали, но если вы вдруг не помните и вам интересно, поставьте паузу почитать. Мальчика. Папчик. Дневник Тюфе. Последняя страница дневника гласит: «Мне достаточно известно о том ритуале, который намерен провести хозяин, поэтому я, мягко скажем, не рвусь занять место пропавшего Абултуса Астариана». Даже если Казадор отыщет мое тело, я купила у костяных плащей снадобье, которое должно создать убедительную иллюзию смерти, тем более, что я оставлю на самом видном месте пузырек с ядом на основе кислоты. Единственное, о ком я жалею, это моя драгоценная Луриана, но я никому не могу доверять, ведь второго шанса на побег у меня не будет. Когда действие снадобья кончится, Казадор либо вознесется, и ему вновь понадобятся мои услуги, либо его не станет, и дворец будет принадлежать мне. Excuse me, girl. Камергер Дюфе лежит. Типа смерть. Ну, то есть он, по факту, он же живой, да? Он выпил зелье, которое очень сильно изображает смерть, но он живой. Прикол в том, что я не уверена, можно ли как-то его вообще вывести из этого состояния. Он тоже вроде понятно. А потому что я когда-то пыталась, а в другом своем сохранении, по-моему, нельзя. Ну, типа, или я не нашла варианта, как это сделать. Вот Луриану жалко. Она сама померла без него, блин. У меня есть свиток. Не тут. Снятие проклятия. Где свиток снятия проклятия? Я не вижу. Нету. Ну, ладно, давай я поставлю пока его здесь. Поставлю волшебника снятие проклятия вместо скорохода. Блять. Со всех снялся скороход из-за этого. Вместо призыва элементаля и еще раз наложу на всех скороход, потому что я случайно сняла все. Пуп, 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 пуп. Я не хочу снимать скорохода, потому что это важное заклинание. Я не все... Не буду. Прям на всех, даже на этих мелких опарышей. Ну, вы поняли. Эта дверь насыщена магией, но какой школы не могу разобрать. Я могу, все нормально. Сейчас я разберу, смотри, чекай. Где? Вот. Снимай давай. Снимай. А теперь, может, похилиться даже можно. В спальне. Ни разу тут не спал, говорит. Туда я приводил наших гостей. Развлекал их тут, пока не появлялся Казадор, и не забирал их с собой. Да уж. Неприятная ситуевина, конечно. Отхилься, может, чуть-чуть. Что у меня там есть выпить? А, вот это, обычно. Штучек. Нормально. Виктория. Девочка. Нет, блин, мальчик, Лер. Я имею в виду маленькая. Записка Виктории. Виктория, не забудь прочитать книгу по древнему языку. Тебе нужно выучить некоторые слова, чтобы свободно передвигаться по дворцу. Отец. А она не отродье, да? Не, просто человек. Интересно, а маленького ребенка можно сделать отродьем? Тут такие большие картины красивые, кстати, иногда интересно рассматривать. Ну, типа, ну смотри. Круто же. Ладно, может, это только мне. What now? Oh, for a skeleton key. No time to rest.
Шлем твердости. Если у владельца остается 50% ОЗ или меньше, он получает дополнительное бонусное действие. Испытание на ловкость плюс 1. А что там у нас у всех за... Ага, понятно. Рогатый шлем Саривака, ага, понятно. Заката, понятно. Гриппа, понятно. В принципе, не вижу смысла менять сейчас. Ну, и потом тоже не вижу смысла These менять. boots have seen everything. Дневник Далирии. До того, как стать Далирией и вампирским отродьем и рабыней Казадора Зары, я была докторкой Далирии и старшей лекаркой парламента Вратбалдура. Мне плевать, что я отродье, я остаюсь докторкой Далирии и статуса ниже я не приму. Иные говорят, что вампиризм это проклятие, но по моему профессиональному мнению это болезнь, и поэтому она должна поддаваться лечению. Я полагаю, что переливание больших объемов свежей и молодой крови может победить вампирическую инфекцию и позволить моему телу исцелиться. Здесь есть один потенциальный источник такой крови – Виктория, пока еще чистокровная дочка Леона Ануфрия. До того, как стать рабом вампира, Леон был чародеем. Он предупредил нас, чтобы мы не вздумали охотиться на Викторию, сказал, что наложил на нее контрпроклятие на случай нападения, так сказать, превратил в живую некротическую ловушку. Я думаю, Леон блефует. Леон, во-первых, не блефует, как оказалось. А во-вторых, а где тогда вторая, которая здесь эту Викторию оставила? Докторка, я имею в виду. Казакурский словарь. Это книга-словарь древнего казакурского языка из далекой страны Каратур. Листай страницы, ты замечаешь, что некоторые слова и фразы подчеркнуты. Открыть, войти, осторожно, запрещено, заперто. Словарь на древнем языке? Впрочем, неудивительно, мы же в логове вампира. Возьми с собой его. Нет, отправь в лагерь. Будет теперь он у нас. А, может, кто-то хочет как-то прокомментировать дворец Казадора? Is something burdening you? Тебе вообще, да? Тут никак. Правильно? What's on your mind? Ну ладно. Не надо тогда. Пошли. О, тут стеллажи нельзя почитать, это даже хорошо. Учитывая. Behold, one of Cazador's cheapest tricks. An illusionary wall. Да, иллюзорная стена. Behind it is the cat. The fetid little cell he throws into when displeased. О, старое место, куда кидали Астариана и других отродий, когда Казадор был ими недоволен. Спальня отродий, любимая отродье. Seems simple enough. Сталин, не прокомментируешь эту спальню? Любимая отродье. Видимо, он тут не часто был, учитывая, что Казадор его больше всего не любил. Ну, любил. Журнал любимого отродья. Лучшие загонщики дичи для Казадора, кому дозволено пребывать в особой опочивальне с начала года. Загонщики дичи, это про людей, о боже. Леон, Леон, Вайлет, Леон, 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 понятно. Короче, Леон, любимое отродье, ясно. Спальня отродий. This is where the spawn were kept. When we were getting neither the carrot nor the stick. Окей, тут просто они были, когда не заслуживали ни того, ни другого. Охотники, кому сказано, выбирайте добычу преимущественно из городской бедноты. Аристократы, возможно, пахнут слаще, но если слишком много их начнет пропадать в трущобах, это привлечет ненужное внимание. За прошлый месяц вы уже привели одного Длускера, одну Джаса и одного Оутуна. И теперь все 3 семейства на стороже. Смотрите у меня. Камергер Дюффе. Интересно, где тут спал Астариан? Я думаю, что вот здесь, наверху, с подушки. Хотя, скорее, он был в псарне. Грустно звучит, но... Дневник Вайлет. Подложить чеснок Йоусону в постель была отличная идея, как же он чесался. А все потому, что нечего быть таким нытиком. Теперь бы еще добраться до этого сноба Леона и его дочки, но она под защитой. У Казадора на кружку Викторию наверняка свои планы. Интересно, какие? Не знаю, он меня пугает.
Касадор, в смысле. Ой, у них тут даже было где помыться, прикольно. Угу. Класс. Боже, мне их так жалко на самом деле. Жесть. Так, главное не плакать. Где я? Не туда. Куда идти? Вот сюда. Первый раз, когда проходила игру, самый-самый первый, я капец рыдала чуть ли не каждую историю, особенно на Астариане. Still alive. Ты кто? Гоуди. I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Cody, child. I only did my job, only kept you in line. You tortured us. For days at a time. Oh, yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now, and you brought me a treat, eh? A new friend for Cody. Боже, это просто жесть. Особенно эта его фраза про то, что Астариан кричал больше всего. Пел. Когда его мучили. Боже, капец, это просто омг. Тронешь меня, сломаю руку, скелет. Ну, ладно, давайте обман, тут большая возможность. Касадор заплатил мне, чтобы я нашла Астариана, вот он. Изи. But you're too late to see the master. The doors are sealed. He will not be disturbed. Doors can be unsealed. Do you have the key? Perhaps. But the master ordered the doors closed until he was finished. Cody will not open them for anyone, much less for you. Я хочу запугивание. Ну ладно, или убеждение. Как тебе такой вариант? Я переломаю тебе все кости одну за одной. Или Астариан нужен хозяин, чтобы закончить ритуал. Не пустишь нас к нему, хозяин будет в бешенстве. Не, я хочу запугивание, ну правда. Все, что у него есть, это кости. Я их переломаю. На самом деле, я так хочу на него напасть. Он бесячий, что просто... Ах. Wait. Cody has the key. Cody can give it to you. Here. Обосрался Гоуди. Here it is. Take it and trouble Cody no more. Let the master know I found Astarian. Я хочу его грохнуть. Фамильный перстень Зара, это хорошо. Где он, перстень? Где перстень? У Астариана, может? А где перстень? Я, может, слепая? Я перстня не вижу. I'm so tired. It'll be over soon. I can rest. Я потом его убью. Он меня бесит. May we be worthy of you. Я имею в виду Гоуди. The door remains sealed, with naught to see but strange writing and a small hollow. Looking closer, you recognize the Присмотревшись, ты writing. узнаешь эту вязь. Такой же казаковский шрифт, как и в найденном словаре. Положить перстень с гербом Зара в падине, прочесть вслух надпись над дверью. Кольцо идеально подходит к скважине. Дверь распахивается. You can't be here. No one in, no one out. You're new. Cazador never kept guard dogs before.
the runaway spawn. You reek of the Master's scent. Come with us. Come to Master. Excuse me. I will not be ordered around my own house by some blow-in mutt. We bring you to him. We get his favor. Да отвали. Вот почему я должна с вами драться? Вы вообще адекватные, скажите мне, люди или нет? Ну, или кто вы там, волки? Мне все равно. Предметы, не предметы, Лазеля. Ну что, у нее астральное знание я не ставила? Ну, надо поставить. Во-первых, я хочу действие на вопле. Это во-первых. Достаточно движения. Сделай так, чтобы было достаточно. Не на ту, ну неважно. Короткий привал. Ну, короткий привал использую, фиг с ним. Excuse me, не реагировать. Угу. Астариан, давай в кого-нибудь вот в них. В них, да. Стрела, множество целей у тебя есть? 15 штук, нормально. Да, вот как-то так. Давай еще одной. В эту сторону давай одной. Вот так вот. Еще можно куда-нибудь. Вот в этом. Мне не нравится. Да нет, все, не провоцируйся. Давай, короче, вот сюда. Есть еще где-то по одной. А только тут, да блин. Вот сюда. Вот сюда, говорю. Сюда. И далековато. О, и пофиг. Если промах. Карл, в смысле он 2... Боже, ты 3 раза промахнулся по крысам и летучей мыши? Ты серьезно? Ты шутишь? Kidding me? Think you can take me on? Fuck yes. Тоже я так думаю. Tactical. Мне даже впадло что-то использовать на нее. Тут есть несколько комнат, тайный подвал, типа, или нет, чердак и тому подобное. Вот там вот. Но мне впадло туда идти, может быть, в другой раз. Ну, может быть, позже схожу. После. Что у нас по времени? Нормально. Хорошо. Нормально, неплохо. Пошли.
Кстати, можно поговорить с вот, гостью вечеринки, например. The corpse regards you lifelessly. Кто тебя убил? Волки явились, когда хозяин ушел, загрызли нас. Куда ушел хозяин? Западная дверь, забрал с собой самых красивых, больше не видел. Что тебе здесь было нужно? Веселая вечеринка, выпивали, болтали. Болтали о чем? О работе, о счетной палате, кто чем заведует. Хотел смотреть, как начальство зовут, родственники, скандалы, секреты. Кто еще тут был? Политики, мелкая знать, офицеры кулака, много кого. The spell's power. Окей, погнали. Cursed to put my hands on everything. Это кабинет Казадора, к слову. Что у тебя тут хоть интересного? Анналы брат Балдура. Не помню, читали ли мы, но если интересно, прочитайте. Поставьте паузу. Планировщик праздника. Хозяин приказал устроить особый прием. Последний пир, как он сказал, это станет моим самым великим испытанием. Но я к нему готов, и я уверен, что почетные гости и гости поневоле будут в восторге. Окей. Тут что у тебя? Книжечки. Кровь всякая. Нижний город, верхний город. Что в книгах интересного есть? How many die today? How many die tomorrow? You stand on a clean Под ногами metal оказывается platform. чистая металлическая платформа, роскошный, но очень устаревший подъемник. Возраст платформы выдают потертости и царапины, за много лет на нее много чего втаскивали. Но, судя по виду, она отлично работает. What in the hells? I never knew this was here. This was always Cazador's private quarters. Only he ever came in here. Well, him and the unfortunate souls we brought to feed him. Спуститься в дворцовое подземелье. This is all so grand. To think, it was just sitting here, lurking under the floor. Ты, правда, понятия не имел, что оно тут есть? Ты полагаешь, он выстрелил это все ради ритуала? I don't know. It feels older than that. Who knows how old? But Cazador will want a grand space for his ascension. A venue like this feels perfect. Now we just need to see what lies at the heart of this place. What is it about this place? I know we shouldn't let down our guard, but I feel У меня такое чувство, будто я like I вот-вот could усну и drift никогда не off and never проснусь. wake up. Газель. The air is thick with blood. I can't see it, but I can smell it. Да, тут действительно красиво, конечно, классно, и как-то темно, ничего не скажешь. I never could. Какого рожна? Я даже не знал, что здесь такое есть. Да мы все не знали, как... Я хотела сказать Казадор. Боже. Чё? Так, ворота склепа. Тут ничего, да. Тут проход вниз. Точнее, проход А. Вы поняли. Так, все вы остаетесь тут?
А я лечу вниз. Слетаю чекнуть, что тут. А, это тут входим. Тут, я не знаю, ничего не вижу. Да и фиг с ним. Здесь. Куча этих. Турмалиновые глубины. Леди Инкогнита, турмалиновые глубины. Никто иная, как старейшина вампир Данелла Зар, вновь открыла просторные синие-зеленые залы под вратами Балдура и взяла их под наш контроль. Но какова история этих подземных сооружений, как далеко она уходит? Даже Данелла Зодчая не знала наверняка, но в своих записных книжках она предположила, что глубины изначально были построены дварфами-изгнанниками из Байриндеда. Господи, боже мой. Хотя и признала, что не является знатоком дварфской истории. Несмотря на свою глубину, залы были скорее аванпостом, чем городом, писала Данелла. Однако, если они были возведены над шахтой, что здесь добывали дварфы? Впрочем, автора этих строк куда больше занимает вопрос. Авторку. Каким образом эти заброшенные глубины так долго оставались никому неизвестны в столь большом городе, как врата Балдура? Или же их скрывали некие чары, действие коих в итоге развеялось? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Так, ну короче, вот это я все подсобираю. Перегрузка. Ты гонишь. Шарлок. Астария. Знаю, Лайзель, поноси это. What's inside? Так, почему кнопка не работает? Я ж попадаю в нее. Кнопка. Окей, давай иначе. Нажала на кнопочку и быстренько встала на эту платформу. Это так забавно тихо, не спрашивайте. Да стой! Нет! 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 Остановись! Господи. А давай знаешь, как я сделала? Вот так вот. И она сейчас такая прилетит сюда. Ты где там? Где ты? Давай, ты умеешь летать. Ну... Ладно, она сделала еще проще. Она сверхразум. At least things have stayed interesting. Почему он спускается и ничего для этого не делаю? How delicious. Это баг? Well, that ends not as bad as it could have. Да, ну оно багует. I'll give it a shot. Нет? Don't touch me. А ты можешь просто подлететь? Типа, я не знаю, почему оно так колично спускается сейчас, но... Ты должна, типа... You know. Where am I? What's going on? Так, окей. Мы стоим. Возьми полет. Возьми полет быстро. Все, полетела. Ушла. Все правильно. Я не понимаю. Все, лети сюда. Давай. Лети. Молодец, полетела. Дверь для них откройте с этой стороны. Как и в той двери наверху, что вела в бальную залу, в этой двери нет замочной скважины, зато есть место, куда можно приложить кольцо-печатку.
ring slots perfectly into place, and the door opens, assailing you Тебя with окатывает волна pungent, застарелой musty вони. air. Something good here, I hope. Медитация повелителя вампиров. Дневник Касадора Зара. В нем Касадор фиксирует перемещение и действия своих отродий, особое внимание уделяя Астариану. Каждый приказ, неудачи и наказания записываются холодно и расчетливо, и только самые последние записи, кажется, выдают хоть какие-то эмоции. Сегодня ночью Астариан не вернулся с охоты. Гоуди поставлен в известность. Он приготовит щипцы, когда мальчишка объявится. До сих пор не вернулся. Ничего удивительного, этот юнит всегда доставлял хлопоты. Но исчезнуть сейчас, когда мы почти готовы, это уже слишком даже для него. Я отправил выводок на поиски, они найдут его и приведут домой. И вот тогда он будет у меня кричать. Прошло уже несколько дней, его все нет. Никакая боль не заставила его собратьев отыскать его. Похоже, врата Балдура поглотили его с костями. Я продолжаю поиски, но за пределами города мои возможности ограничены. Тем временем здесь продолжается охота. Сегодня, вернувшись с охоты, Далирия и Петрос поспешили сообщить, что видели его на Драконьем перекрестке. Их рассказ был запутанным, но сами они твердо уверены, что все это правда. Астариан, стоящий под лучами солнца, желающий и способный слушаться меня, невероятно. Кажется, его уже нельзя назвать небольшой неприятностью, он стал обузой. Но он будет усмирен, он вернется домой и займет свое место среди других и выполнит свое предназначение. Я забыла кое-что вам показать. Я, наверное, сохраню здесь, чтобы... Да, окей, хорошо, давайте дочитаем, потом посмотрим, как я могу это сделать. Свиток имен. Список, неважно. Имена, 1000 имен. Многие фамилии будут знакомы любому балдерцу, хотя некоторые из них, что находятся в начале списка и принадлежат давно исчезнувшим семьям. Этот список имен уходит в века, но продолжается вплоть до наших дней. 1000 имен. Это не могло быть частью ритуала. Вечная жестокость. За грехи душа моя была обращена в чернила и записана на этом пергаменте, где ей будет ползти каракулями вечность, не зная ни сна, ни покоя, пока ты не дашь ей свободу. В этом дневнике Касадор записывал мысли и опасения по поводу структуры власти во вратах Балдура, а также того, как меняющийся баланс между фракциями влияет на его собственную способность действовать в городе без помех и конкуренции. Последние записи касаются старой проблемы Девятипалой гильдии, а также новых опасений по поводу молодого и амбициозного лорда Гортыша. Беспокойство Касадора насчет гильдии связано со стремительным взлетом нового дерзкого преступного главаря, которого называют Каменным Лордом, и с тем, что будет означать смещение Девятипалой для преступного мира врат. Ну а молодой Гортыш тем временем выводит на улицы города прототипы своих стальных стражей. Смогут ли они обнаружить отродье Касадора и навредить им? If he controlled even a fraction of these, the city could be his, and no one would ever know. Да уж. Жестко. Письмо Мрелу Алкому. Полагаю, что у вас, как вы говорите, есть все основания гордиться расширением круга вампиров в вашем городе. Конечно, Аткатла куда однороднее врат Балдура, и у вас значительно меньше проблем со стороны конкурентов и органов правопорядка. Но все же примите мои поздравления в связи с вашим прогрессом. Наслаждайтесь успехом, пока можете, Алкам. Ведь я боюсь, что очень скоро мое положение во вратах Балдура превзойдет все ваши достижения раз и навсегда. Я на пороге давно запланированной трансформации, которая полностью меняет правила игры. Слишком долго я довольствовался ролью простого повелителя вампиров в большом городе, куда могу подняться гораздо выше. Когда? И я поднимусь. Но это все, что я скажу по этому поводу, юный Алкам. В конце концов, зачем я буду портить вам сюрприз, Касадор Зар? И что это, взгляд смертного или размышление свидетеля о кризисе порождения Баала? Не помню, чтобы мы это читали, но можете остановить и прочитать. Вэлиат. На подушке покоится череп, сжимающий в зубах свиток. В пустых глазницах черепа что-то тревожно мерцает. Ты ощущаешь странное приглашение просмотреть воспоминания черепа. Он как будто настаивает. Воспоминания черепа всплывают и разворачиваются, допустить их в себя. Этот череп — все, что осталось от вампира Вэлиата.
Он обратил Казадора, вручил ему дар, обучил правилам вампирского существования. Короче, это мастер Казадора. Мудрость. Сосредоточиться на воспоминаниях. Каков первый урок Вэлиота? Мудрость -1. Спасибо. Спасибо всем большое. Мудрость самая. Я хочу попробовать. О, хорошо. А мне интересно. Первый урок Вэлиота. Подавляй и властвуй. Никому не позволяй быть ты равным себе. Вэлиот вспоминает, как Казадор обратился к бывшему другу. В наказание Вэлиот заставил Казадора смотреть, как он высасывает его друга досуха. Капец. Не, ну на самом деле я так понимаю, что у Казадора у самого была вообще жесткая жизнь, и мастер его, хозяин, который сделал его вампиром, тоже был довольно жесткий. Это не умаляет того, что он сам ведет себя как мудила, сратый вообще ни разу, но просто сам факт. Мудрость сосредоточиться на воспоминаниях. Какой второй урок Вэлиот? Дайте. Спасибо. Второй урок Вэлиота. Власть рождается из одиночества. Делиться с другими слабость. Слабые проигрывают и умирают. Вэлиот вспоминает, как Казадор взбунтовался против него. Казадор провел 11 лет посаженным на кол, потому что потерпел неудачу. 11 лет. 11. Вэлиот посадил Казадора на 11 лет на кол. О май гад. Мне кажется, Вэлиот был еще более шибанутым, чем Казадор. Ну, типа, вообще прям чуть-чуть, знаешь, мда. Просто мда. Я где-то видела, то ли это просто надумки людей, которые рисуют арты, то ли это правда, что Вэлиот выглядел похожим на Астариана. Типа чел с белоснежными волосами, только, возможно, длинными. И типа такая, как это сказать, забыла слово. Короче, что Казадор больше всего не любит Астариана именно потому, что из-за его схожести с Вэлиотом. Есть такое предположение, но это не значит, что это так. О воспоминаниях. Третий урок Вэлиота. Дайте мне третий урок. О, хорошо. Третий урок Вэлиота. Не действовать в торопях. Почти бессмертному торопиться некуда. Время что-то планировать и предпринимать наступит лишь тогда, когда заплатят за это другие. Вэлиот вспоминает, как Казадор, усвоивший все свои уроки, убил его в ходе обряда идеального убийства. Как они оба смеялись. Вэлиот вспоминает, как Казадор сварил его череп, чтобы отпала плоть, а потом в насмешку вставил в зубы Вэлиоту свой свиток учений. Глазницы черепа вспыхивают в последний раз, челюсти расщепляются. Свиток со всеми ритуалами Казадора твой. Вэлиота больше нет. Жесть. Он все украл, даже свои драгоценные правила. Покажи мне. Свиток черной мессы. Простая записка без каких-либо изысков. Разворачивая свиток, ты видишь список нечестивых обрядов и ритуалов. Здесь подробно описаны все способы обратить смерть себе на пользу или просто сделать ее куда интереснее. Обряд идеального убийства, литургия мертвых, таинство проклятых и многие другие чужеродные и нечестивые ритуалы изложены на этом пергаменте. Последняя запись кажется тебе знакомой. Обряд нечестивого вознесения. О, жалкий мертвец, о, алчный мертвец, бессмертие твой дар, но тьма твоя тюрьма, голод тюремщик. Обряд нечестивого вознесения освободить тебя, выходи на солнце, забудь про голод, обрети могущество больше, чем ты мог себе представить. С владыкой адского пламени заключен договор, отдай ему 7000 душ, на каждой из которых инфернальная метка, и ты освободишься от оков. Ты познаешь истинную силу. Доставь души, произнеси слова. Слова на каком-то языке. Эссе доминус хас анимас. Сейчас как вызову кого-то, слышишь? Не буду читать. Шучу, конечно, мне просто впадло. Хотя, если кого-то вызовут, то, в принципе, можно и прочитать. Короче, вот у нас есть свиток черной мессы. Я хотела кое-что сделать. Я сейчас сохраняюсь. Тогда. Мне нужно выйти туда, где я могу переместиться в лагерь. Потому что я хотела вам кое-что показать, а этого не было. Дело в том, что мне это не нравится. Мы можем переместиться. Почему нельзя?
Ладно, давай переместимся иначе. Давай вот так. The elevator lies Let's get out of here. I've had more than my fill of this place. Астариан, мы еще ничего не сделали. Выбраться из подземелья. Я еще сюда вернусь, секундочку. Я просто хочу кое-что вам показать. Возможно, я вырежу, если сейчас ничего не будет. Возможно, не вырежу, хз. Еще бежать фиг знает сколько, давай. Мне просто нужен один диалог, потому что я хотела его вам показать еще фиг знает когда. Короче, я не знаю, то ли не захотела мне игра выдавать эту катсцену, то ли она уже была, я просто забыла, потому что я могла. Ну, мы обойдемся. Короче, если вдруг ее не было и мне просто игра не хочет ее выдавать, то там бы за Астарианом ночью пришли отродья, мы бы их такие побили, и там бы было два варианта. При первом варианте Астариан говорит, что типа люди не такие добрые, как ты просто ты, и что он хочет как бы защитить нас и тому подобное, что вот такое. А второй вариант тоже, если мы выберем, он рассказывает историю про то, как однажды Казадор заставил его охотиться за человеком, за милым мужчиной, а Астариан, типа, видел, насколько этот человек милый, он не смог его убить, типа, сказал ему уходить, а потом его заперли в гробу на год за это. Казадор, я имею в виду. just like the door to the ballroom upstairs. This door features no keyhole, but does have an indentation for a signet ring. Да. The ring slots perfectly into place, and the door opens, assailing you with pungent, musty air. Что у нас по времени? Наверное, Казадора мы в следующий раз будем бить. Я просто думаю, я хочу уделить этому вот, приближающимся к камерам. Из них таращатся изможденные пленники. Вонь разложения преследует тебя там. Тебя тоже раньше так держали, Астариан? Или... Нет, давайте, Астариан, ты знаешь этих пленников? I don't even know what this prison is. He hid all of this from me. And the others. If I had to guess, I'd say they're part of his ritual. But where in the hells do they come from? You. I know you. You're the one from the tavern. Верно. Ты улыбался, шутил, подливал мне вина. Ты сыпал меня комплиментами. Мое имя звучало музыкой на твоем языке. Sebastian. You remember me. You were handsome. Shy. You'd never been kissed. You taught me how. And then you destroyed me. It can't be. Несмотря на грязь и засохшую кровь, ты видишь, что каждый из пленников несет на себе поврезанное на его плоти руне. Обратите внимание, во-первых, на реакцию Астариана, когда он их встретил. Это один из первых, типа Себастьян, да, и тех, кто в этой клетке, одни из первых приведенными им к Казадору. То есть он их даже не съел. Вообще история вот эта просто супер-мега грустная, и из-за этого я тоже рыдала. Из-за Себастьяна. Если вы играете за Астариана, там особые диалоги. Этот шрам похож на одну из рун у тебя на спине. Then they're bound to the black mass too. Bound through the scars. Through me. I know these faces. Every one that shares my scar. They're my conquests. I pursued them. Seduced them. And brought them to Cazador. He told us he was feeding on them, but he turned them to spawn. He turned every last one, so we'd have souls for this cursed ritual. How long
What? Сколько я уже здесь? How long have I been down here? Я сейчас заплачу. Ладно, я не буду, я не должна. Я из-за этого не собираюсь сейчас проходить Казадора, потому что мне записывать еще несколько серий других игр, а я не хочу, чтобы у меня весь макияж смылся. Ну, потек. Пусть Астариан ответит. 170 years. You were one of my first. My family. My friends. They're gone. You took them from me. You took everything from me. О боже, лицо Астариана. О май гад, это просто, это такая катсцена, разговор ужасный. Казадор хочет использовать тебя в своем ритуале. Вот для чего у тебя шрамы. Мы предлагаем тебе помощь. Help. Помощь? Help. Вы не сможете нам помочь, пока живое чудовище. There's no helping us while that monster lives. That's why we're here. To destroy Cazador. You can't. It's not possible. Мы что-нибудь придумаем. And then? What happens to us? Что с нами будет дальше? Ну, тут варианты, конечно, тяжелые. Но учитывая, что он сидит в этой камере уже 170 лет, тут два варианта. Либо если его отпустить как молодое отродье, ну, как молодое, уже не очень молодое отродье, он впервые услышит запах или вкус крови людей, он либо начнет их сразу кушать, либо второй вариант, он настолько долго тут сидел, что ему уже посрать на ту кровь, лишь бы выйти отсюда, и он не будет никого кушать. Короче, вот как-то так, я думаю. Зависит от тебя. Ты можешь контролировать свой голод? Астариан одобрил. I don't know. It's all I've ever felt. Trust me when I say I know the feeling, but you can resist the urge. Whatever you do, just do it quickly. I can't go on waiting. We'll be back. You have my word. Это капец. Это капец, правда. Во-первых, мне нужна... Латандера надо не забыть поставить. Боже. Во-вторых, обратите внимание, как Астариан говорил с вот этими вот. Давайте поговорим с ним, да. Gods above. He kept Sebastian. I should have known what Cazador was capable of. He's played us for such fools. And not just 7 spawn to placate the devil. 7 spawn and 7,000 souls bound to them in blood. Everyone, whoever trusted me enough to let down their guard, innocents, idiots, and the unlucky. It doesn't matter. I will need to sacrifice them all if I want to perform the ritual. О боже, какое будет великолепное зрелище, так ты даже меня можешь переплюнуть. Ну да, это Даркурж говорила бы. Я не буду это отвечать. Я не буду? Да? Я не буду? Или ответ... Я не буду. Виновата жестокость Казадора, он продлевал их мучительную жизнь, не ты. Или ты можешь их спасти. Можно выбрать, ты можешь их спасти. Я ж стала на путь истины, хотя я отродье Баала на секундочку. Вот и ты становись. What's the point? They're as good as dead. I thought they were dead. If they are unleashed, they will cause incredible carnage. They will be ravenous. They must die. Better they serve a purpose. Опа. В другой жизни ты бы привел бы меня в эту усыпальницу, а не на милую лесную поляну. Кстати,
А давайте прочитаем. Тут вообще все ответы, это какая-то имба. Не все так безнадежно, ведь ты выбрался, ты оправился. Ты ведь не такой, Сталин, я знаю. В миг своей смерти они будут ненавидеть тебя так же, как сейчас ненавидят его. Ты никогда этого не забудешь. Тебе их не жаль? Возможно, ты и прав. Я хочу выбрать первое. Gods, I can't say you're wrong. I can only say I'm so glad we didn't meet then. I don't even want to think what would have happened to you. Посмотри правде в глаза, ты бы убил меня. Многие из них просто глупцы, которые искали твоей любви. Чувствовать значит быть живым. Что мы будем теперь делать? Ох. Я не знаю, мне так нравится третий вариант, но мне хочется и первый ответить. Даже думаю, не хочу, чтобы с тобой стало. Ты бы знаешь, что со мной стало. Ты знаешь, что бы со мной стало. Ладно, давай так. Окей. Прежде всего убить Казадора. Я говорила, обратите внимание, как он говорил со своими первыми, кого он первыми привел к Казадору, и к последним. Вот эти последние. Hey! Hey, you! Come closer. Oh, God. It can't be. It is you. I knew it. I'll kill you. Once I get out of here, I'll kill you! Вы дети из лагеря охотников на монстров? Camp. Monster hunters. The Gur camp. Oh, God! My parents' camp! Chessa, focus! Resist the beast inside you. You promised! It's your fault! You did this to us! Didn't he tell you? He's the one that kidnapped us! He's the reason we're spawns! I'll kill you! Yes. Now that you mention it, I may have done that. Don't look at me like that. Cazador's orders. Quite the deviation from my usual routine, of course. Capture, not lure. I didn't bring them in with sweet rolls or anything. I really forgot about them. Felt nothing the moment I handed them over to him. Oh. Мне нравится эта динамика между разговорами с первыми и с последними, потому что там он прям грустит и в шоке, и такой типа прям стоит... Что с тобой такое? Стань нормальным быстро. А тут он, ну типа... Он говорит, я ничего не чувствовал, когда отдавал их ему. То есть мы можем прослеживать то, как он сначала был еще собой, как бы, ну, относительно, да, а потом, проведя годы, делая это, он уже привык, ему уже стало настолько осточертело это все, что он просто абстрагировался, закрыл себя, и в конце, как мы видим, он просто говорит, что я ничего не чувствовал, мне насрать на них, как бы. Вот, короче, я не знаю, понятно ли я объясняю, что я имею в виду, но мне нравится прослеживать это. И мне нравится, что они это показали. Лариан, в смысле. Мы дали слово их родителям, что спасем их. Parents? You've seen my parents? Они ищут тебя. I miss them. I think. Or perhaps it's the hunger. Oh, I don't know. It's so hard to tell. You should go. Leave us here. We shouldn't be out there. We'd hurt our families. Никогда не теряй надежду, поверь мне, я знаю, что говорю. В ее измученных глазах, наполненных страхом, ты замечаешь какое-то оживление, искру надежды. You really mean it? У Казадора есть посох, который управляет дверьми. С его помощью ты сможешь выпустить всех нас на волю, если каким-то образом сможешь его достать. Не буду ничего обещать, но попытаюсь. Whatever you can do. What are you doing? They're going to tear me to shreds. They'd never forgive me for what I've done. Астариан. В глубине души они всего лишь несчастные дети, нуждающиеся в нашей помощи.
was in the prime of my life when I was turned. Everything was taken from me, too. I never want to see these little scraps of misery again. The world doesn't need to know my shame. Ну да, по сути, Астарион же эльф, а его зачаровали, хотел сказать. Его превратили, когда ему было 39, типа он сам еще был молодым. По мерзким эльфам. Мерзким эльфам. Эльфкам. О боже, по эльфским меркам, да что со мной? Well, you clearly want to say something. Слышали, он сказал, Вэл, меня зовет. Ты накручиваешь себе из-за пленников, прекрати. You're right, I am. How could I not, after coming face to face with the ghosts of my past? Actually, ghosts would have been preferable over starving vampire spawn. But you're right. This isn't the time. Cazador is our objective. Nothing can distract me from that. Там еще куча было. Well, you clearly want to say something. Я просто хочу знать, действительно ли ты отпустишь пленников. I'm not sure. I've been weighing my options. On the one hand, they're the key to my unlocking eternal power and freedom. On the other, well, it's my fault they're here. Yes, it was Cazador's command. I had no choice, but it seems now I do. Я не сомневаюсь, что ты сделаешь правильный выбор. Я думаю, это хороший ответ. Потому что я как бы ему и не говорю, что ты перед ними в долгу, но как бы и не говорю, и не поощряю. Короче, типа, ты справишься. I'm sure I will. Whatever the hell's that might be. Да, давайте на этом закончим, потому что я чувствую, что в следующей серии, когда мы расправимся с Казадором, я буду плакать, страдать, рыдать, возможно, а может и не буду, не знаю. И, скорее всего, хочу показать вам обе катсценки с ним, поэтому... Блин. Короче, пишите, как вам эта серия, как вам история Астариона и вообще все происходящее тут. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.